Глава 186. Планы. Основной целью Хань Ли для прихода в Дао Пылающего Дракона было вернуть свои потерянные сокровища, а также он хотел прочитать писания секты, касающиеся законов времени, чтобы посмотреть, сможет ли он чему-нибудь научиться из них. Несмотря на то, что с помощью своего флакона, контролирующего небеса, он мог создавать кристаллы, которые также содержали силу законов времени, эти кристаллы служили только для ускорения получения тяжелой воды его аватаром земного божества, и он не мог ничего извлечь из них. Как один из 3 верховных законов, законы времени были чрезвычайно глубокими, и, учитывая его способности, было откровенным заблуждением думать, что он сможет овладеть законами времени, если только ему не повезет. Напротив, эти секты изучали законы времени миллионы, даже десятки миллионов лет, и за это время из этих сект вышло немало удивительно талантливых людей, так что они наверняка накопили ценные знания. Конечно, если бы оказалось, что он не может получить доступ к нужным ему писаниям, он бы не стал настаивать. Время было для него самым важным, и он не мог позволить себе тратить его впустую. Учитывая, насколько обширен северный ледниковый регион бессмертных, он всегда сможет найти что-нибудь еще. Это были его первоначальные мысли, но во время путешествия к горному хребту колокольного звона он узнал от Бай Суюань кое-что о Дао Пылающего Дракона, что заставило его изменить свое мнение. Дао Пылающего Дракона имела долгую историю и обширный фундамент. В нем хранилось бесчисленное множество высококлассных бессмертных писаний всех видов. Самое главное, что оно не испытывало неприязни к чужакам. Странствующим культиваторам, таким как Хань Ли, было очень трудно вступить в Дао Пылающего Дракона, но если бы ему удалось успешно вступить в секту, то он получил бы высокую степень свободы и автономии, что было для него очень заманчивой перспективой. С момента его возвращения в Царство Бессмертных прошло уже некоторое время, и, за исключением первых нескольких лет, которые он провел в море Черного Ветра, все остальное время он путешествовал, поэтому у него не было возможности уделить время культивации. Море Черного Ветра было относительно безопасным местом, но в нем крайне не хватало ресурсов, там не было даже ни одного высококлассного бессмертного писания. В Дао Пылающего Дракона были доступны все виды ресурсов для культивации, и его свобода здесь не была бы слишком ограничена, поэтому это было идеальное место для его временного пребывания. Благодаря своим силам Небесного Бессмертного и некоторым техникам культивации, которыми он овладел в низших царствах, таким как его искусство происхождения истинного дьявола, он мог прекрасно справляться с некоторыми странствующими культиваторами ранней и средней стадии истинного бессмертного. Однако сражаться с истинными бессмертными, которые обрели силу законов, было для него все еще довольно сложно. В конце концов, он не мог рассчитывать на удачу каждый раз, как это было с Фан Панем. Как и следовало из их названия, истинные бессмертные были бессмертными, но они не были неуязвимыми, и они все равно могли погибнуть просто не от естественных причин. Следовательно, ему требовалось больше силы, если он хотел закрепиться в царстве бессмертных. Проблема заключалась в том, что у него даже не было подходящего бессмертного искусства культивации, поэтому он все еще застрял на ранней стадии истинного бессмертного. Как раз когда эти мысли проносились в голове Хань Ли, снаружи раздались шаги, и он тут же открыл глаза, увидев того же худого молодого человека, что и раньше, который сопровождал в комнату мужчину средних лет, которому, казалось, было около 40. Мужчина был одет в длинную белую мантию, а на его квадратном лице было властное выражение. Его черты были довольно непримечательными, но в его глазах был острый и пронзительный блеск. Особенно примечательна была его обширная аура, которая указывала на то, что он также является культиватором истинного бессмертного. Хань Ли встал, а Бай Суюань поспешно поднялась со стула. Квадратнолицый мужчина держал нефритовый кулон Бай Суюань в форме полукольца, и он взглянул на 2 человек в комнате, на мгновение задержав взгляд на Хань Ли, прежде чем заявить «Я Цзэлян». «Могу я спросить, как вам удалось заполучить этот жетон старейшины Бай Фэньи, патриарх моего клана, старший Ци?» «Меня зовут Бай Суюань, и я потомок патриарха Бая», объяснила Бай Суюань, приседая в реверансе перед Цзэляном. «Ясно. Тогда кто этот собрат Даос Ли?» спросил Цзэлян, переводя взгляд на Хань Ли. «Я всего лишь странствующий культиватор, который сопровождал собрата Даоса Бая в Дао Пылающего Дракона. Для меня большая честь познакомиться с вами, собрат Даос Ци», сказал Хань Ли с улыбкой, сложив кулак в приветствии. «Это большая честь для меня, собрат Даос Ли». «Пожалуйста, присаживайтесь», сказал Цзэлян, ответив на приветствие Хань Ли. Худой молодой человек принес им 3 свежие чашки духовного чая, а затем почтительно поклонился, прежде чем выйти из комнаты. «Где сейчас брат Бай Суюань?» «С ним все в порядке. Если я правильно помню, прошло уже несколько тысяч лет с тех пор, как он покинул секту, и с тех пор о нем вообще не было никаких известий», сказал Цзэлян. «К сожалению, мы тоже не слышали никаких известий от нашего патриарха с тех пор, как он ушел несколько тысяч лет назад, поэтому я не знаю, где он находится и в каком состоянии он сейчас находится», ответила Бай Суюань, и на ее лице появилось удрученное выражение. Цзэлян, похоже, был довольно озадачен, услышав это.
Ты хочешь сказать, что брат Бай так и не вернулся в свой клан? Бай Суюань поняла, что Ци-Лян, похоже, знает что-то, чего не знает она, и поспешно спросила. «Старший Ци, вы знаете, с какой именно целью наш патриарх в последний раз покидал секту? Если я правильно помню, брат Бай покинул секту, чтобы выполнить какую-то миссию». Не стоит слишком беспокоиться, Суюань. Лампа истока души брата Бая в нашей секте все это время оставалась зажженной, так что, возможно, его просто задержали какие-то дела. Для таких, как брат Бай и я, несколько тысяч лет — это не очень большой срок. Возможно, он скоро вернется, утешил Ци-Лян. Бай Суюань была в восторге от услышанного, и в ее глазах появилось возбужденное выражение. Правда. Это здорово. Тем временем Хань Ли молча сидел в стороне, не принимая участия в разговоре. «Суюань, могу я спросить, почему ты пришла в Дао Пылающего Дракона с собратом Дао Самли?» — спросил Ци-Лян, взглянув на Хань Ли и Бай Суюань. Бай Суюань и Хань Ли обменялись взглядами, и Хань Ли сделал легкий жест, предлагая ей говорить первой. С самого детства я испытывала огромное восхищение к Дао Пылающего Дракона, и на этот раз я пришла сюда в надежде, что смогу вступить в секту. Я знаю, что сейчас не время для приема учеников в секту, поэтому я хотела побеспокоить вас, чтобы вы дали мне рекомендацию. Я приготовила эти подарки в знак своей искренности. Пожалуйста, примите их, старший Ци. Бай Суюань встала и глубоко поклонилась, говоря это, а затем достала сокровище для хранения, которое собиралась положить на стол рядом с Ци-Ляном. На лице Ци-Ляна появилось недовольное выражение, когда он взмахнул рукавом в воздухе, выпустив поток невидимой силы, который снова поднял тело Бай Суюань в вертикальное положение. «Брат Бай и я очень близкие друзья. Как я могу принять от тебя подарок из-за такого пустякового дела?» «Убери это немедленно». Бай Суюань не стала настаивать на том, чтобы Ци-Лян принял ее подарки, и она незаметно убрала сокровище для хранения, сказав: «В таком случае я рассчитываю на вас, старший Ци. Я могу дать вам рекомендацию, но требования к набору учеников в Дао Пылающего Дракона очень строгие. Если ваши способности окажутся недостаточными, то боюсь, что я ничего не смогу сделать», — сказал Ци-Лян. «Конечно. Если мои способности недостаточны, то это значит, что мне просто не суждено идти дальше по пути культивации, и я, конечно, не посмею винить вас в чем-либо, старший Ци», — тут же ответила Бай Суюань. Ци-Лян кивнул в ответ, а затем взглянул на Хань Ли. И хотя он ничего не сказал, было ясно, что он хочет узнать и о цели визита Хань Ли в Дао Пылающего Дракона. «Моя цель визита в Дао Пылающего Дракона та же, что и у Дао Сабая. Я тоже хотел бы вступить в Дао Пылающего Дракона, и мне было интересно, не могли бы вы дать мне рекомендацию? Независимо от результата, я обязательно вознагражу вас за ваши усилия», — сказал Хань Ли, сложив кулак в приветствии. Брови Ци-Ляна слегка нахмурились, услышав это. Несмотря на то, что он сказал Бай Суюань, что не может гарантировать ее вступление в Дао Пылающего Дракона, он только что вкратце осмотрел ее духовные корни, поэтому знал, что, учитывая ее способности, у нее не должно быть проблем со вступлением в секту. Однако Хань Ли был культиватором истинного бессмертного, и если бы он вступил в Дао Пылающего Дракона, то определенно не в качестве ученика. Требования Дао Пылающего Дракона к набору странствующих культиваторов истинного бессмертного всегда были гораздо более строгими, чем к набору учеников, поэтому личность, прошлое, уровень культивации и способности Хань Ли должны были быть тщательно проверены. Если бы Хань Ли оказался недостаточно хорош в любой из этих областей, то Ци-Лян был бы наказан сектой за то, что дал ему рекомендацию, не проявив должной осмотрительности. Хань Ли видел, что у Ци-Ляна есть некоторые сомнения по поводу принятия его просьбы, поэтому он перевернул руку, чтобы достать жетон Пылающего Дракона, и сказал: «Будьте уверены, собрат Дао Ци. Я, возможно, странствующий культиватор, но я не совершал никаких гнусных преступлений в прошлом, и у меня есть этот жетон. Все, что мне нужно, это чтобы вы дали мне небольшую рекомендацию. Это жетон Пылающего Дракона». Воскликнул Ци-Лян, вскакивая на ноги, а затем повернулся к Бай Суюань с удивленным выражением лица. «Верно, это тот самый жетон Пылающего Дракона, который раньше принадлежал нашему патриарху. Недавно наш клан Бай столкнулся с чрезвычайно серьезным кризисом, и только благодаря старшему Ли нам удалось избежать кризиса, поэтому я отдала ему жетон Пылающего Дракона в благодарность за спасение нашего клана», — объяснила Бай Суюань. «Ясно. Если собрат Даос Ли действительно спас весь клан Бай, то он, безусловно, заслуживает жетона Пылающего Дракона. Пожалуйста, следуйте за мной», — ответил Ци-Лян, кивнув, и повернулся, чтобы выйти из павильона. Хань Ли и Бай Суюань последовали за ним к ближайшему лазурному залу, над входом в который висела табличка с надписью «Павильон телепортации». Наше Дао Пылающего Дракона настолько огромно, что до некоторых мест может быть очень неудобно добираться по воздуху. Поэтому эти павильоны телепортации были установлены во всех важных местах секты, объяснил Ци-Лян. Как и ожидалось от секты номер 1 на континенте Древнего Облака, искренне похвалил Хань Ли. Войдя в павильон, Хань Ли обнаружил, что внутреннее пространство не очень большое,
и в центре комнаты находится только один небольшой телепортационный массив, окруженный рядом каменных колонн. Кроме того, рядом с массивом стоял мужчина средних лет, который был примерно на стадии божественной трансформации, и, увидев Целиана, он поспешно почтительно поклонился. «Отправьте нас в роскошный дворец», — приказал Целиан после того, как все трое вошли в телепортационный массив. «Есть», — поспешно ответил мужчина средних лет, кивнув, а затем прочитал заклинание, прежде чем выпустить из ладони поток белого света. Когда телепортационный массив начал работать, огромное море ослепительного белого света поднялось, чтобы поглотить троицу Хань Ли. Их окружение на мгновение расплылось, и в следующее мгновение они оказались в другом просторном лазурном зале. Его выражение лица осталось неизменным, но внутренне он был сильно ошеломлен. Уже много раз воспользовавшись телепортационными массивами после прибытия в Царство Бессмертных, он мог примерно оценить расстояние телепортации по затраченному времени, и он определил, что если бы он пролетел то же расстояние, которое они только что телепортировались, то это заняло бы у него примерно месяц. Впервые он получил примерное представление о том, насколько огромна Дао Пылающего Дракона. «Какое огромное место!» — пробормотал Хань Ли себе под нос. Глава 187. Посредственные способности. Спустя мгновение троица Хань Ли вышла из павильона телепортации. Этот зал телепортации находился на вершине чрезвычайно высокой горы, рядом с ним возвышался массивный павильон, в несколько раз превосходящий размеры площади приема гостей. Вся площадь была вымощена белым нефритом, который испускал яркий белый свет и следы белого тумана. Прогуливаясь по площади, можно было видеть все близлежащие горы под ногами, что создавало ощущение господства над всем окружающим. Над площадью в воздухе парил массивный дворец, наполовину скрытый облаками, что придавало ему вид небесного города. Над входом во дворец висела золотая табличка с надписью «Роскошный дворец», выполненной изящными золотыми иероглифами. Роскошный дворец — это место, где наша секта проверяет духовные корни и способности тех, кто желает присоединиться к нам. Он находится под надзором заместителя лорда Дао, поэтому будьте осторожны в своих действиях и словах, когда мы войдем внутрь, предупредил Целиан. Хань Ли слегка кивнул, услышав это. Согласно его знаниям, Дао Пылающего Дракона отличалась от обычных сект тем, что у него не было главы секты. Вместо этого сектой управляли 13 лордов Дао стадии Золотого Бессмертного поочередно. Под 13 лордами Дао находились 36 заместителей лорда Дао, все из которых, как говорили, были на вершине стадии Истинного Бессмертного. Более того, эти заместители лорда Дао были не просто обычными истинными бессмертными. Вместо этого все они овладели силой законов, поэтому они были намного могущественнее среднего странствующего бессмертного с той же базой культивации. «Не переживайте, товарищ Дао Ци», — ответил Хань Ли, и Бай Суюань также ответила в том же духе. Пока они разговаривали, троица уже спустилась на землю перед парящим дворцом. Ворота дворца впереди были плотно закрыты, а по обе стороны от ворот стояли два молодых ученика. Два молодых ученика поспешно поклонились Целиану, который спросил их: заместитель лорда Дао Сюн внутри, он внутри, но в данный момент он находится в уединенной культивации, и он запретил нам беспокоить его, ответил один из молодых учеников с немного смущенным выражением лица. Брови Целиана слегка нахмурились, когда он услышал это. Он сказал вам, когда он собирается закончить свою уединенную культивацию? Нет, ответил ученик. Целиан некоторое время молча обдумывал ситуацию, затем сказал: пожалуйста, сообщите ему о нашем прибытии и скажите, что я пришел к нему по важному делу. На лицах двух учеников появилось неохотное выражение, но, обменявшись взглядами, один из них достал белый значок и что-то проговорил в него. Прошло целых 15 минут, прежде чем на значке появилась короткая вспышка белого света. «Заместитель лорда Дао Сюн пригласил вас войти», — сообщил ученик облегченным голосом, затем сотворил печать заклинания, и ворота дворца медленно распахнулись. «Пойдемте». Ци-Лян повел их во дворец, внутри которого было очень просторно, площадью в несколько тысяч квадратных метров. Вокруг дворца стояли десятки лазурных каменных столбов, каждый из которых обвивала статуя какого-нибудь зверя, включая изображения таких существ, как божественный дракон, лазурный феникс, белый тигр и Ци-Линь. Пасти этих зверей были направлены на темно-лазурную каменную платформу, напоминающую алтарь, которая стояла в центре зала. Это была круглая платформа диаметром более 30 метров, на которой было выгравировано бесчисленное множество чрезвычайно сложных рун, а также диаграммы, образованные бесчисленными точками света, что придавало всей платформе чрезвычайно величественный вид. В самом конце зала находилась высокая белая платформа, на которой сидел невысокий и коренастый мужчина средних лет, которому на вид было около 40. Над его верхней губой были тонкие усы, и вместо обычных белых одежд, которые носили ученики Дао Пылающего Дракона, он был одет в роскошную золотую робу с золотой шапкой на голове, что придавало ему вид богатого торговца из мира смертных. На лице мужчины было недовольное выражение, он, казалось, был раздосадован тем, что его культивация была прервана.
«Приветствую, заместитель лорда Да Сюн», — поприветствовал Цзэлян, сложив кулак в приветствии. Хань Ли взглянул на мужчину на платформе, и его зрачки тут же слегка сузились. Мужчина был очень непритязателен как по внешности, так и по росту, но от него исходила невероятно мощная аура, которая намного превосходила ауры Фан Паня и того осьминога морского чудовища. Хань Ли не мог не быть впечатлен огромной аурой мужчины, и он и Бай Суюань последовали примеру Цзэляна, каждый приветствуя заместителя лорда Да. Заместитель лорда Да Сюн даже не взглянул на Хань Ли и Бай Суюань, когда спросил, что это за важное дело, о котором вы говорите, старейшина Ци? Не могли бы вы подождать, пока я закончу свою уединенную культивацию, прежде чем просить аудиенции? Прошу прощения за то, что прервал вашу культивацию, заместитель лорда Да Сюн. Это товарищ Даос Ли, и он несет жетон пылающего дракона с намерением присоединиться к нашей секте, поэтому у меня не было выбора, кроме как обратиться к вам, объяснил Цзэлян с извиняющимся выражением лица. Выражение лица заместителя лорда Да Сюн немного смягчилось, когда он услышал это, и он сказал: «Ясно. Покажите мне свой жетон пылающего дракона». Хань Ли уже вызвал жетон в свою руку, и заместитель лорда Да Сюн сделал манящий жест, чтобы привлечь жетон к себе. «Это действительно подлинный жетон пылающего дракона», заключил заместитель лорда Да Сюн после краткого осмотра, и только тогда он обратил свой взгляд на Хань Ли. В то же время в его глазах промелькнул слабый блеск, как будто он пытался увидеть Хань Ли насквозь. Под острым и навязчивым взглядом заместителя лорда Да Сюн Хань Ли чувствовал, как будто по всему его телу скользят лезвия, вызывая легкое болезненное ощущение. Его брови слегка нахмурились, но он ничего не сказал. Затем заместитель лорда Да Сюн отвел взгляд, сотворил печать заклинания и проинструктировал: «Встаньте на платформу бессмертной эволюции, чтобы проверить свои способности». Все десятки каменных столбов в зале слегка задрожали в унисон, прежде чем выпустить ослепительный лазурный свет, и все выгравированные на столбах духовные звери словно ожили. Всплески лазурного света вырвались из пастей духовных зверей, выгравированных на статуях, прежде чем исчезнуть в круглой каменной платформе в центре зала. Все руны на каменной платформе начали излучать ослепительный свет, образуя полупрозрачный шар света, на котором беспрестанно мигали бесчисленные точки, похожие на звездный свет. «Пожалуйста, пройдите, товарищ Даос Ли», — сказал Цзэлян, поворачиваясь к Хань Ли. Хань Ли кивнул в ответ, затем направился к каменной платформе, и огромный поток тепла мгновенно поднялся с платформы, прежде чем хлынуть в его тело. Бесчисленные точки света разных цветов мгновенно появились в шаре света, а затем начали быстро вращаться вокруг Хань Ли в крайне хаотичном порядке. Куда бы ни тёк этот поток тепла в его теле, Хань Ли чувствовал, как будто все внутри этой части его тела открыто для всеобщего обозрения, и это было немного тревожное ощущение. Внезапно поток тепла хлынул в его мозг и проник в его сознание. Хань Ли был сильно встревожен этим и немедленно сжал большую часть своего огромного духовного чувства в точку, оставив открытым лишь около 20% своего духовного чувства. Поток тепла некоторое время циркулировал по его мозгу, прежде чем быстро переместиться в другие части его тела, и вскоре он полностью покинул его тело, а затем вернулся в каменную платформу. Сферический световой барьер на каменной платформе исчез, но эти бесчисленные руны продолжали парить в воздухе, а затем сошлись, чтобы сформировать размытую человекоподобную фигуру, которая испускала свет разных цветов, включая лазурный, черный, малиновый и фиолетовый. Однако эти огни были не очень яркими и казались крайне хаотичными. Брови Цзэляна слегка нахмурились при виде нечеткой человекоподобной фигуры. На лице заместителя лорда Да Сюн появилась холодная усмешка, и он не пытался скрыть своего презрения, когда заявил: «Ваши способности откровенно посредственны. Искусство культивации, в которых вы баловались, хаотичная мешанина, но ваша энергия и кровяная эссенция довольно обильны. Похоже, вам удалось поглотить некоторые демонические родословные, но и они находятся в полном беспорядке. Более того, вам не удалось открыть ни одной бессмертной акупунктурной точки. Это чудо, что вам вообще удалось достичь ранней стадии истинного бессмертного». Цзэлян, казалось, был сильно удивлен этой оценкой, и он повернулся к Хань Ли с удивленным выражением лица, как и Бай Суюань. Что касается самого Хань Ли, то он нисколько не был разочарован, услышав этот вердикт, и он слегка кивнул заместителю лорда Да Сюн, а затем спустился с каменной платформы, после чего платформа быстро вернулась в свое первоначальное состояние. Заместитель лорда Да Сюн уже собирался уходить, когда Цзэлян внезапно сказал: «Пожалуйста, подождите немного, заместитель лорда Да Сюн. Это Бай Суюань, и она потомок старейшины Бай Фэньи. Она также пришла сюда, чтобы присоединиться к нашей секте, поэтому, пожалуйста, проверьте и ее способности». Терпение заместителя лорда Да Сюн явно подходило к концу, и его выражение лица немного смягчилось только при упоминании Бай Фэньи. «Хорошо, но побыстрее». Он взглянул на Бай Суюань, затем сотворил еще одну печать заклинания. И снова каменные столбы в зале начали излучать ослепительный лазурный свет, и вокруг каменной платформы снова появился массивный шар света.
Бай Суюань глубоко вздохнула, прежде чем ступить на платформу, и в шаре света появились бесчисленные руны. Однако, в отличие от рун, которые появились для Ханли, все руны на этот раз были серебряного цвета и имели блестящее и полупрозрачное качество. Весь зал начал сильно трястись, и все статуи духовных зверей, выгравированные на каменных столбах, издали свирепый рев, а по всему залу прокатились мощные энергетические колебания. Что происходит, и Цилян, и Хань Ли были весьма поражены таким поворотом событий, и они в унисон обратили свое внимание на Бай Суюань. Тем временем заместитель лорда Да Сюн резко поднялся на ноги, и в его глазах появилось взволнованное выражение. Шар света на каменной платформе быстро исчез, а бесчисленные серебряные руны сошлись в одном месте, чтобы сформировать серебряную человекоподобную фигуру. Фигура была очень яркого серебряного цвета, напоминая яркую луну, висящую в ночном небе. Самым примечательным в ней было то, что на ее груди сияли 7 ярких точек света. Заместитель лорда Да Сюн в мгновение эйка бросился на каменную платформу и с возбужденным выражением лица заявил: она обладает легендарным бессмертным телосложением лунного света и с рождения открыла 7 бессмертных акупунктурных точек. Затем ему пришла в голову мысль, и он немедленно выпустил печать заклинания. После чего весь свет на каменной платформе исчез вместе с серебряной человекоподобной фигурой, и Бай Суюань снова появилась. Внезапно отношение заместителя лорда Да Сюн стало чрезвычайно дружелюбным и доброжелательным, и он теплым голосом сказал: «Вас зовут Бай Суюань, верно? Как и ожидалось от потомка старейшины Бай Фэньи, ваши способности поистине исключительны». Это верно. Бай Суюань передает свое почтение заместителю лорда Да Сюн. Бай Суюань была окутана всплеском огромной силы, который только что отрезал ее чувства, поэтому она понятия не имела, что только что произошло, но по реакции заместителя лорда Да Сюн она могла сказать, что, похоже, проявила какие-то замечательные способности. «Я вижу, что вы еще довольно молоды. Сколько лет вы уже культивируете?» — спросил заместитель лорда Да Сюн. «Я начала культивировать в 3 года и до сих пор культивирую уже более 50 лет», — ответила Бай Суюань. И Хань Ли, и Цилян были весьма озадачены, услышав это, но заместитель лорда Да Сюн просто кивнул в ответ, похоже, нисколько не удивленный этим ответом. Действительно, с ее бессмертным телосложением лунного света и 7 врожденно пробужденными бессмертными акупунктурными точками не так уж и удивительно, что она достигла поздней стадии божественной трансформации менее чем за 60 лет культивации. Если у нее будет доступ к правильным искусствам культивации и ресурсам, он был уверен, что сможет поднять ее до стадии истинного бессмертного в течение 1000 лет. Учитывая ее исключительные способности, было даже возможно, что в будущем она сможет достичь стадии золотого бессмертного. Глава 188. Ученик золотого бессмертного. Бай Суюань, учитывая ваши выдающиеся способности, вам не придется начинать как ученику внешней секты, как всем остальным новым ученикам. Позвольте мне спросить вас, готовы ли вы принять меня в качестве своего учителя и стать моей прямой ученицей? Мягким голосом спросил заместитель лорда Да Сюн. Рот Бай Суюань открылся от удивления, и она застыла на месте. Именно в этот момент внезапно раздался туманный голос, распространившийся по залу, как волны нежной рябящей воды. «Сюн Шань, ты культивируешь законы металла, в то время как этот ребенок обладает бессмертным телосложением лунного света, поэтому ты не подходишь на роль ее наставника. Вместо этого передай ее мне». Как только Хань Ли услышал этот голос, он почувствовал, будто упал в бескрайнее море цветов. Его рот и нос были полностью заполнены цветочным ароматом, который опьянял разум. Однако он смог мгновенно прийти в себя благодаря внезапному толчку своего огромного духовного чувства. После такого поворота событий в глазах заместителя лорда Да Сюн промелькнул намек на разочарование, но он быстро взял себя в руки. Именно в этот момент в зале из воздуха появился шар белого света, и он был настолько ярким, что всем пришлось отвести взгляд. В следующее мгновение белый свет внезапно исчез, и на каменной платформе появилась молодая женщина в роскошном платье. Женщине на вид было около 30 лет, у нее было овальное лицо и черты лица, словно взятые прямо из произведения искусства. В особенности ее глаза были чрезвычайно соблазнительными, а ее облегающая белая роба идеально облегала ее пышные формы. Все ее тело излучало подавляющую ауру соблазнительности, завораживая зрителя и убаюкивая его в бесчисленных похотливых фантазиях. Хань Ли был ошеломлен невероятно соблазнительными качествами женщины и тут же отвел взгляд, не решаясь больше смотреть на нее. В то же время он начал циркулировать свое духовное чувство, и по его разуму распространилось прохладное и освежающее ощущение, возвращая его к реальности. Сюн Шань передает свое почтение лорду Да Юнь, поприветствовал заместитель лорда Да Сюн, сложив кулак в приветствии. Хань Ли поначалу был весьма удивлен, услышав это, но быстро понял, что этого и следовало ожидать. В конце концов, только один из 13 лордов Да стадии золотого бессмертного Да пылающего дракона мог обладать такой ужасающей соблазнительной аурой.
Он тут же тоже поприветствовал ее, в то время как Целян уже склонил голову в глубоком поклоне, не решаясь вообще смотреть на женщину в белом одеянии. Тем временем Бай Суюань смотрела на женщину в полном оцепенении, явно уже полностью опьянённая соблазнительной аурой женщины. Казалось, что ее соблазнительность действовала как на мужчин, так и на женщин. Одним взмахом рукава женщины намек на ясность тут же вернулся в глаза Бай Суюань. Она тут же заметила, что Хань Ли и остальные приветствуют женщину, и поспешно наклонилась вперед, чтобы тоже поклониться, но женщина в белом одеянии поймала ее, прежде чем она успела это сделать. В таких формальностях нет необходимости, дитя мое. Женщина нежно притянула Бай Суюань к себе, и чем больше она смотрела на Бай Суюань, тем больше она радовалась. Тебя зовут Суюань, верно? Твое бессмертное телосложение лунного света прекрасно сочетается с моей культивацией. Ты готова стать моей ученицей и культивировать под моим руководством? Мягким голосом спросила женщина. Бай Суюань тут же низко поклонилась, услышав это. Да. Суюань передает свое почтение своей госпоже. Отлично. С этого дня ты будешь моей пятой прямой ученицей. Этот браслет удачи — духовное сокровище, которое я получила несколько лет назад, и я дарю его тебе сейчас в надежде, что он защитит тебя в трудную минуту. На лице женщины появилась довольная улыбка, когда она перевернула руку, чтобы достать белый нефритовый браслет, прежде чем надеть его на запястье Бай Суюань. Браслет излучал удивительные колебания духовной силы, указывая на то, что это было первоклассное духовное сокровище. Бай Суюань была в восторге и поспешно выразила свою благодарность. «Спасибо, госпожа». Только тогда молодая женщина в белом одеянии повернулась к заместителю лорда Да Сюн и сказала: «Я забираю этого дитя с собой». «У тебя есть какие-нибудь возражения, Сюн Шань?» «Конечно, нет», — поспешно ответил Сюн Шань с улыбкой. «Ваше искусство культивации идеально ей подходит, поэтому с вами ей, естественно, будет гораздо лучше». На лице молодой женщины в белом одеянии появилась слабая улыбка, и она повернулась к Хань Ли и Целяну, на мгновение задержав взгляд на первом. Сюн Шань заметил взгляд молодой женщины в белом одеянии и тут же объяснил: «Это странствующий культиватор по имени Ли Фэюй, и он присоединился к нашей секте, используя жетон пылающего дракона. Я только что проверил его способности». Взгляд молодой женщины в белом одеянии задержался на Хань Ли всего на мгновение, прежде чем она с безразличием отвела его и небрежным тоном сказала: «Ясно. Тогда я оставлю эти вопросы вам. Пойдем, Суюань», — сказала она, взяв Бай Суюань за руку, а затем взмахнула рукавом в воздухе, выпустив поток нежного белого света, который окутал их обеих. Бай Суюань поспешно повернулась к Хань Ли, но в следующее мгновение ее зрение заслонила вспышка белого света. Затем белый свет мгновенно исчез, как и Бай Суюань с женщиной в белом одеянии. Улыбка Сюн Шаня мгновенно исчезла после ухода женщины, и он повернулся, чтобы уйти с мрачным выражением лица. Заместитель лорда Да Сюн: «Какую роль следует назначить товарищу Дао Сули?» — поспешно спросил Целян. «Я должен говорить тебе, как все делать. Просто сделай его обычным служителем во внутренней секте». Холодным голосом ответил Сюн Шань, не обращая внимания на то, оскорбляет ли он Хань Ли своим резким поведением. Как только его голос стих, он тут же исчез с места во вспышке золотого света. После ухода Сюн Шаня Хань Ли погрузился в глубокие раздумья с рассеянным взглядом на лице. У каждого своя судьба на пути культивации. Это уже замечательный подвиг, что вам удалось достичь стадии истинного бессмертного, поэтому нет необходимости завидовать другим, предупредил старейшина Ци. Хань Ли слегка вздрогнул, услышав это, и понял, что Целян, скорее всего, неверно истолковал его задумчивое выражение, но он не стал объяснять, просто кивнув в ответ. «Видя, что заместитель лорда Да Сюн поручил мне назначить вас служителем внутренней секты, я должен сообщить вам о некоторых правилах секты. Что касается некоторых более конкретных деталей, я сообщу вам об этом позже», — с улыбкой сказал Целян. «Спасибо, старейшина Ци. Могу я спросить, какие обязанности мне нужно выполнять в качестве старшего служителя внутренней секты?» — спросил Хань Ли. «Вам доступны два варианта, первый из которых — выполнять 3 обычные миссии для старейшин, которые секта выпускает каждое столетие. Конечно, если у вас достаточно очков заслуг, чтобы компенсировать миссии, то вам не придется их выполнять», — объяснил Целян. «А какой второй вариант?» — спросил Хань Ли. «Второй вариант — делать то, что делаю я, и выполнять некоторые ежедневные обязанности в определенном павильоне секты. Все, что вам нужно делать, это выполнять эти обязанности в течение 1 десятилетия из каждого столетия. Однако, чтобы не влиять на свою культивацию, многие старейшины предпочитают выполнять эти обязанности в течение 100 лет подряд, чтобы следующие 900 лет они могли сосредоточиться на культивации», — ответил Целян. «Если они не хотят, чтобы их обязанности мешали их культивации, то почему они просто не используют очки заслуг, чтобы освободить себя от этих обязанностей?» — спросил Хань Ли.
Во-первых, очки заслуг чрезвычайно ценны для старейшин и учеников до Пылающего дракона, поэтому никто не хочет использовать их для компенсации миссий. Во-вторых, секта не разрешает использовать свои очки заслуг, чтобы освободить себя от ежедневных административных обязанностей, объяснил Целян. Если эти очки заслуг считаются настолько ценными, то их должно быть очень трудно получить, верно, старейшина Ци? Спросил Хань Ли с задумчивым выражением лица. Действительно. Большинство учеников секты обычно могут заработать лишь несколько очков отличия, ухаживая за духовными фермами в течение нескольких лет подряд, в то время как старейшины могут заработать несколько очков заслуг, выполняя ежемесячные административные обязанности, кивнув, ответил Целян. Тогда что, если я вместо этого выберу выполнение обычных миссий для старейшин? Спросил Хань Ли. Каждая обычная миссия для старейшин требует выполнения различных задач, и они также различаются по сложности, поэтому количество очков заслуг, которые можно заработать за выполнение каждой миссии, естественно, также варьируется. В общем, награды за миссии колеблются от примерно дюжины до более 100 очков заслуг. Конечно, если вы внесете какой-либо особый вклад в секту, то будете вознаграждены дополнительными очками заслуг. Вы лучше познакомитесь с этой системой, когда какое-то время побудете во внутренней секте, терпеливо объяснил Целян. После некоторых раздумий Хань Ли решил: в таком случае, я думаю, что выберу первый вариант на свои первые 100 лет в секте. Это тот вариант, который выбирает большинство новых старейшин. Идемте со мной. Дворец назначения резиденции как раз находится неподалеку. Я отведу вас туда, чтобы вы могли выбрать себе пещерное жилище, с улыбкой сказал Целян. Он вывел Хань Ли из роскошного дворца, пока говорил, а затем поднялся в воздух, прежде чем полететь к соседней горе. В отличие от горы, на которой находился роскошный дворец, эта гора была гораздо более оживленной и шумной. На вершине горы был построен комплекс красных зданий, занимавший огромную площадь, среди которых были сотни роскошных сооружений. Гигантская площадь снаружи не была полностью заполнена, но на ней определенно было огромное количество людей. Время от времени можно было увидеть полосы света, проносящиеся по воздуху, либо спускающиеся на площадь, либо взлетающие с нее. Как следует из названия, старейшины и ученики дворец назначения резиденции занимаются распределением пещерных жилищ, а также распределением ресурсов, поэтому это всегда одно из самых оживленных мест во всей внутренней секте, представил Целян Хань Ли после того, как они оба приземлились на площади. Неудивительно, что здесь так много людей. Похоже, тебе придется прождать со мной довольно долго, с извиняющимся видом сказал Хань Ли. Не беспокойтесь. Я близкий друг старейшины Юя из дворец назначения резиденций, так что я могу сразу же отвезти вас к нему, с улыбкой ответил Целян. Спасибо, старейшина Ци. Пока они вдвоем проходили через площадь, многие ученики приветствовали Целяна, увидев одеяние старейшины, которое он носил, и Целян отвечал легкими кивками в знак признательности. Пройдя через ворота дворца, Хань Ли увидел, что это действительно было чрезвычайно оживленное место. Под руководством Целяна Хань Ли был доставлен в зал, расположенный в самой глубине территории. В этот момент в зале было 7 или 8 человек, которые оживленно обсуждали что-то, похоже, споря о чем-то. «Брат Юй», — окликнул Целян, входя в зал с Хань Ли. Из-за 7 или 8 спорящих фигур высунулась большая голова с ярким, румяным цветом лица, и голова взглянула на Целяна и Хань Ли, а затем снова исчезла за небольшой толпой, сразу после чего раздался громкий голос. «Хорошо, все вы можете пока возвращаться. Приходите завтра, и я приму решение по вашим просьбам о переназначении пещерных жилищ». Услышав это, ученики могли только прекратить свой спор, а затем ушли, покинув зал. Старейшина Юй был дородным мужчиной с большой головой, и он сказал: «Давно ты меня не навещал». А это кто? Несмотря на свою ничем не примечательную внешность, Хань Ли чувствовал, что старейшина Юй также был истинным бессмертным. Глава 189. Пещерное жилище и горный зверстраж. Наш дворец Небесной Звезды не так загружен, как ваш дворец назначения резиденций, но у меня все равно не хватает свободного времени, чтобы приходить и навещать вас, когда мне заблагорассудится. Просто так получилось, что мы приняли в нашу секту нового старейшину. Его зовут Ли Фэюй, и я привел его сюда, чтобы пройти регистрацию и выбрать пещерное жилище, с улыбкой ответил Целян. Понятно. Это совсем не проблема. Приветствую, старейшина Ли. Меня зовут Юй Синьшен, и в настоящее время я являюсь старшим служителем дворца назначения резиденций. Я сразу же зарегистрирую вас, с улыбкой сказал старейшина Юй. Спасибо, старейшина Юй, поспешно сказал Хань Ли. Юй Синьшен махнул рукой в ответ, а затем взмахом запястья вызвал кисть, которая выглядела так, будто была вырезана из золота и нефрита. Затем он подошел к столу и начал быстро что-то записывать в толстую книгу, которая светилась лазурным светом.
Пока он писал, Юй Синьшен вдруг на мгновение остановился, а затем поднял голову и спросил: «Вы уже решили, что будете делать, чтобы выполнить свои обязанности старейшины в течение первых 100 лет, старейшина ли?» «Я выполню 3 обычные миссии для старейшин», — ответил Хань Ли. Юй Синьшен, казалось, уже ожидал этого ответа, и он кивнул в ответ, прежде чем продолжить писать. Немного погодя, Юй Синьшен снова поднял глаза и сказал: «Регистрация завершена. Согласно правилам нашей секты, все старейшины внутренней секты и прямые ученики имеют право на собственную гору. Следовательно, старейшина ли, пришло время выбрать гору, на которой вы построите свое пещерное жилище». Затем он взмахнул рукавом в воздухе, и перед ним в зеленой вспышке света появился зеленый свиток длиной более 90 сантиметров. Сразу же после этого свиток начал медленно разворачиваться, открывая произведение искусства, изображающее участок пейзажа. Хань Ли окинул взглядом произведение искусства и обнаружил, что оно чрезвычайно сложное, с бесчисленными горами и водоемами. Поначалу свиток не показался ему таким уж замечательным, но как только его взгляд на мгновение задержался на одной из гор, этот участок рисунка тут же увеличился перед его глазами и стал более ярким и реалистичным, как будто он перенесся в это место к его великому изумлению. Этот чернильно-духовный живописный свиток содержит рисунок, изображающий наш горный хребет колокольного звона. Однако горный хребет слишком обширен, чтобы вместить его в один кадр, поэтому сейчас вы видите лишь часть горного хребта. Если вы хотите увидеть другие районы, то вам придется развернуть свиток дальше, с улыбкой объяснил Юй Синьшен. Он взмахнул рукавом в воздухе, пока говорил, и изображение на свитке начало медленно двигаться, открывая больше пейзажа. По мере того, как открывалось все больше и больше участков, Хань Ли заметил, что разные участки на рисунке имеют разный цвет фона. Некоторые были синими, некоторые зелеными, некоторые золотыми, а некоторые черными, как смоль, как будто на эти участки случайно пролили чернила. Были также некоторые участки, которые не отображали реальное изображение, даже после того, как взгляд Хань Ли задержался на них на некоторое время. Почему эти участки имеют разный цвет фона? Они служат разным целям, спросил Хань Ли. Верно. Золотые участки на свитке изображают горы, где расположены некоторые из самых важных дворцов секты, и они в основном распределены по центральному региону горного хребта колокольного звона, такие как Роскошный дворец, Дворец наград и Дворец назначения резиденций, в то время как серебряные участки — это место, где расположены пещерные резиденции прямых учеников, объяснил Юй Синьшен. Затем он снова взмахнул рукавом в воздухе, и изображение на свитке переместилось на несколько сотен километров вправо, прежде чем остановиться на синем участке. Зеленая область, которую вы видели ранее, была западным регионом горного хребта, где расположены пещерные жилища всех старейшин и учеников внешней секты, в то время как эта синяя область изображает восточный регион горного хребта, где расположены пещерные жилища всех учеников и старейшин внутренней секты. Что касается этих серых участков, то они обозначают место проведения испытаний секты, такие как лес таяния снегов и необъяснимая долина, и, за исключением особых обстоятельств, эти участки обычно закрыты для всех, продолжил Юй Синьшен. Эти черные участки — это запретные зоны секты? Спросил Хань Ли. Юй Синьшен кивнул в ответ. Верно. Помимо лордов Дао и заместителей лордов Дао, только избранным основным старейшинам и прямым ученикам разрешено входить в эти зоны. Вокруг всех этих зон установлены мощные ограничения, поэтому вы никак не сможете случайно наткнуться на них. Понятно. Я только что прибыл в секту и почти ничего не знаю об этом месте. Я понятия не имею, какую гору выбрать из этого огромного выбора. Можете ли вы дать несколько рекомендаций, старейшина Юй? С улыбкой спросил Хань Ли. Конечно, кивнув, ответил Юй Синьшен. Он снова взмахнул рукавом в воздухе, пока говорил, и изображение на зеленом свитке резко ускорилось, мгновенно пройдя более 30 километров, чтобы открыть несколько гор, которые простирались вплоть до облаков. Этот пик солнечной вершины имеет радиус всего около 100 тысяч километров, но на нем есть духовный источник исключительного калибра, что позволяет горе естественным образом собирать изначальную ци мира, делая ее исключительным местом для культивации. Примерно в 250 тысячах километрах отсюда находится этот пик солнечного барабана, который занимает немного большую площадь, но у него нет духовного источника, представил Юй Синьшен, указывая на 2 горы на свитке. Меня не особо волнует, есть ли на горе духовный источник или нет. Есть ли более мирная и уединенная гора? Спросил Хань Ли. После минутного раздумья Юй Синьшен снова взмахнул рукавом в воздухе, и на этот раз изображение на свитке переместилось почти на 300 метров, прежде чем остановиться. Этот пик крушения расположен в довольно уединенном месте, и это также довольно низкая гора. Если я правильно помню, ни один старейшина никогда там не жил. Он окружен множеством равнин и долин, поэтому здесь гораздо тише, чем на других горах. Если вы хотите выбрать эту гору, то вам придется построить там свою собственную пещерную резиденцию, сказал Юй Синьшен, указывая на свиток. Взгляд Хань Ли последовал за пальцем Юй Синьшена,
и он некоторое время молча смотрел на пик рассвета, похоже, не совсем довольный этим местом. Увидев это, Юй Синьшен обменялся взглядом с Циляном, а затем сказал: «Ничего страшного, давайте продолжим поиски». С этими словами он продолжил представлять Хань Ли другие горы. Некоторое время спустя, как раз когда Юй Синьшен постепенно терял терпение, взгляд Хань Ли внезапно привлек угол свитка, где стояла одинокая гора, и он спросил: «Старейшина Юй, могу ли я выбрать эту гору?» На лице Циляна появилось странное выражение при виде выбора Хань Ли, и он спросил: «Ты хочешь выбрать пик багрового рассвета?» Хань Ли заметил реакцию Циляна и спросил: «Что-то не так с этой горой?» Прежде чем Цилян успел ответить, и Юй Синьшен объяснил: «Нет, с горой все в порядке». Раньше она была занята другим старейшиной, и с тех пор, как этот старейшина скончался, она пустует. Я полагаю, это хороший выбор, учитывая, что на ней уже есть пещерная резиденция, полностью оборудованная лечебным садом и конюшней для зверей. Все, что нужно, это немного прибраться. Вы можете пойти позже в долину духов Рогоза, чтобы выбрать себе слуг, которые сделают это за вас. Сердце Хань Ли слегка встрепенулось, услышав это, но он ничего больше не сказал, остановившись на этой горе и выразив свою благодарность Юй Синьшену. Взмахом запястья в руке Юй Синьшена появилась маленькая печать, и он приложил ее к свитку в том месте, где находился пик багрового рассвета. Как только печать соприкоснулась со свитком, поток своеобразных колебаний тут же пронесся по пику багрового рассвета и окружающей его местности, и когда Хань Ли посмотрел на него, то обнаружил, что больше не может видеть реальное изображение этой местности. Юй Синьшен убрал печать, а затем перевернул руку, чтобы достать багровый значок и браслет для хранения, и с улыбкой сказал: «Хорошо, пик багрового рассвета и территория в радиусе почти 300 тысяч километров теперь принадлежат вам, старейшина Ли. Вот ваш значок старейшины и браслет для хранения, который содержит некоторую информацию и ресурсы». Хань Ли принял 2 предмета и убрал браслет для хранения, прежде чем внимательно осмотреть значок старейшины. Это был значок размером с ладонь, который, казалось, был сделан из похожего на нефрит материала, и на одной его стороне было выгравировано изображение странного дракона, а на другой стороне было написано слово «старейшина» иероглифами печати. Этот значок старейшины — важный опознавательный знак, и он понадобится во многих случаях в нашей секте. Чтобы его не украли, вам нужно пометить его своей кровяной эссенцией. Значок также содержит 100 бесплатных очков заслуг, которые выдаются всем новым старейшинам, поэтому обязательно храните его в безопасности, сказал Цилян. Хань Ли кивнул в ответ, а затем соединил указательный и средний пальцы, прежде чем постучать ими по значку. Всплеск света вспыхнул с кончиков его пальцев, и тут же появилась капля золотой кровяной эссенции, которая быстро просочилась в значок. На поверхности значка во вспышке света тут же появился своеобразный золотой узор, и узор этот испускал ауру, присущую только Хань Ли. Затем он ввел свое духовное чувство в значок, и, конечно же, внутри уже было 100 очков заслуг. «Старейшина Ли, хотите ли вы, чтобы я отвел вас в долину духов Рогоза, чтобы выбрать слуг, или на поле выращивания зверей, чтобы выбрать горного зверохранителя?» — спросил Цилян. «Что такое горный зверь-хранитель?» — спросил Хань Ли. «Это духовные звери, прирученные сектой. Учитывая вашу базу культивации и ваш статус старейшины внутренней секты, вы имеете право на духовного зверя стадии интеграции тела, чтобы он охранял вашу гору и пещерную резиденцию», — объяснил Цилян. Хань Ли был весьма озадачен, услышав это, и спросил: «Мне нужно будет потратить очки заслуг на такого зверя?» «Нет, горный зверь-хранитель дарится вам сектой бесплатно, как и слуги. Большинство слуг — это ученики внешней секты, которые хотят служить истинному бессмертному. Похоже, вы весьма заинтересованы в горном звере-хранителе, так что как насчет того, чтобы я сначала отвел вас на поле выращивания зверей?» — предложил Цилян. «Я просто заинтригован, так как никогда раньше не слышал о чем-то подобном. Когда я выбирал себе гору, я заметил, что пик императорского дракона, на котором расположен дворец передачи заслуг, находится недалеко отсюда. Я бы хотел сначала пойти и взглянуть туда», — сказал Хань Ли. Цилян слегка вздрогнул, услышав это, а затем сказал: «Вы очень наблюдательны, что заметили это, старейшина Ли. Пик императорского дракона кажется недалеко на карте, но на самом деле он находится довольно далеко в нашем горном хребте колокольного звона. Вы уверены, что не хотите сначала все организовать в своей пещерной резиденции, прежде чем отправиться во дворец передачи заслуг? По правде говоря, я давно жажду увидеть Писание во дворце передачи заслуг, и теперь, когда мне наконец удалось присоединиться к секте, я просто не могу подавить желание сначала пойти и взглянуть туда», — ответил Хань Ли, намеренно сделав смущенное выражение лица. Глава 190. Писание бесформенной истинной оси. Цилян весьма развеселила, услышав это, и сказал: «В таком случае я сначала отведу вас на пик императорского дракона». Хань Ли поспешно замахал руками, отказываясь: «Я уже слишком много вас беспокоил сегодня, старейшина Ци.
Теперь, когда у меня есть этот значок старейшины, я смогу позаботиться обо всем остальном самостоятельно. Вы с старейшиной Юй давно не виделись, так почему бы вам не воспользоваться возможностью наверстать упущенное и хорошенько поболтать? Это очень любезно с вашей стороны, старейшина ли, усмехнулся Юй Синьшен. В браслете для хранения, который я вам только что дал, есть карта нашего Дао Пылающего Дракона, так что вы не заблудитесь. Ци Лян на мгновение заколебался, услышав это, а затем сказал: «В таком случае я оставлю вас в покое, старейшина ли. Если у вас будет свободное время, вы можете прийти и навестить мой дворец Небесной Звезды». «Обязательно», — ответил Хань Ли, сложив кулак в прощении, прежде чем уйти. После его ухода на лице Юй Синьшена появилось насмешливое выражение, когда он размышлял: некоторые люди просто не знают своих пределов. Все эти новые старейшины думают, что обычные миссии для старейшин легко выполнить. Только испытав трудности, они поймут, что самая последовательная долгосрочная стратегия — это руководить таким дворцом, как у нас. Ци Лян просто улыбнулся в ответ, не соглашаясь и не возражая против этого мнения. Тем временем Хань Ли вышел из дворца и прибыл на площадь из белого нефрита снаружи, а затем перевернул руку, чтобы достать карту Дао Пылающего Дракона из браслета для хранения, который ему только что дал Юй Синьшен. Внимательно осмотрев ее на мгновение, он снова убрал карту. После этого он снова перевернул руку, чтобы достать нефритовый свиток, который содержал некоторую информацию обо всех дворцах Дао Пылающего Дракона, а затем прижал нефритовый свиток к собственной глобелле. Спустя мгновение он убрал нефритовый свиток, прежде чем резко взмыть в небо полосой лазурного света. Пока Хань Ли летел по воздуху, он также воспользовался возможностью осмотреть пейзаж под собой. Волнообразные горы были похожи на волны, простирающиеся до самого горизонта, и, за исключением некоторых мест, где располагались дворцы и павильоны секты, большая часть ландшафта была покрыта снежным покровом, что придавало всему району вид ледяного царства. Однако реки и ручьи, протекающие через горный хребет, все еще медленно текли, оставаясь незамерзшими, несмотря на низкие температуры. Они были похожи на ряд нежных и медленно движущихся питонов, скользящих по горному хребту. Хань Ли уже видел несколько крупных рек по пути в Дао Пылающего Дракона, но их названия отличались от тех, которыми их называли здесь, и это были лишь низовья тех рек. Постоянное созерцание однообразного белого ландшафта со временем оказалось довольно утомительным, поэтому Хань Ли перевел взгляд на небо, летя на полной скорости к пику Императорского Дракона. 15 минут спустя. Пик Императорского Дракона был одной из самых высоких и величественных гор во всем горном хребте Колокольного Звона. В то же время он был и одной из самых важных гор Дао Пылающего Дракона. Он был защищен формацией круглый год, и всякий раз, когда возникали какие-либо ситуации, формации мгновенно активировались. Более того, внутри постоянно находилось более одного культиватора истинного бессмертного. Весь пик Императорского Дракона был усеян густыми скоплениями зданий с головы до ног, во всех из которых хранились бесчисленные искусства культивации и секретные техники секты. Здания у подножия горы были коллективно известны как библиотека писаний, и писания, которые в них хранились, предназначались для старейшин и учеников внешней секты, в то время как здания на полпути вверх по горе были известны как библиотека внутренних томов, и они предназначались для старейшин и учеников внутренней секты. В этих двух местах хранилось огромное количество книг на самые разные темы, и старейшины и ученики могли найти то, что им нужно, через каталоги библиотеки, а затем обменять на эти писания, используя очки заслуг. На вершине горы было только одно здание под названием Дворец передачи заслуг, и оно предназначалось исключительно для старейшин внутренней секты и прямых учеников, храня в себе самые важные писания во всей секте. Именно в этот момент с неба на площадь из белого нефрита перед дворцом спустилась полоса лазурного света. Это был никто иной, как Хань Ли, и, приземлившись на площади, он на мгновение поправил свою одежду, которая слегка помялась во время полета, а затем поднял голову, чтобы посмотреть на дворец впереди. Дворец передачи заслуг был очень непримечателен на вид. Казалось, что в его строительство не было вложено никаких дополнительных мыслей или заботы, но при ближайшем рассмотрении можно было быстро обнаружить, что дворец не так прост, как кажется. Во-первых, дворец передачи заслуг был построен не из дерева или камня. Вместо этого здание полностью состояло из особого вида металла. Во-вторых, на внешних стенах и карнизах дворца были выгравированы всевозможные сложные руны, что придавало ему глубокий и мистический вид. Хань Ли предположил, что сам этот дворец, скорее всего, был чрезвычайно мощным духовным сокровищем, возможно, даже приобретенным бессмертным сокровищем. Если бы это действительно было так, то это было бы поистине экстраординарным зрелищем. Осмотрев здание на мгновение, он отбросил этот ход мыслей, прежде чем войти внутрь. Войдя во дворец, Хань Ли с удивлением обнаружил, что, хотя внутри не было источников света, таких как лампы или свечи, во дворце каким-то образом было даже ярче, чем снаружи. Осмотревшись в зале, он обнаружил, что, помимо стены, к которой была прикреплена дверь, остальные 3 стены были разделены на бесчисленное количество металлических решеток, все из которых сверкали духовным светом и были плотно запечатаны за независимыми ограничениями.
Прямо напротив него за столом сидел мужчина средних лет с сидеющими волосами. Его внимание было полностью сосредоточено на древней книге зеленого цвета с желтыми страницами, и он, казалось, вообще не заметил Хань Ли. Хань Ли подошел к мужчине и уже собирался что-то сказать, когда краем глаза заметил, что вся книга написана золотыми иероглифами печати. Мужчина поднял глаза, открыв спокойные черты лица, и сказал: «Судя по вашей одежде, вы не старейшина внутренней секты и не прямой ученик, так что вы здесь делаете? Я Ли Фэюй, и меня только что назначили старейшиной внутренней секты. Я очень спешил сюда, поэтому у меня не было возможности переодеться в одеяние старейшины», объяснил Хань Ли, доставая свой значок старейшины, прежде чем предложить его мужчине. Мужчина средних лет принял значок и осмотрел его на мгновение, но не сразу вернул его Хань Ли, а улыбнулся и сложил кулак в приветственной манере. Все в порядке. Первое, что многие новые старейшины любят делать после вступления в секту, это посетить пик императорского дракона, так что это неудивительно. Меня зовут Фан Джуань, и в данный момент я являюсь старшим служителем, который наблюдает за дворцом передачи заслуг. Хань Ли тут же ответил на приветствие, и выражение его лица осталось совершенно неизменным, но он был немного озадачен. Фан Джуань был всего лишь культиватором стадии Великого Вознесения, так почему же ему поручили такую важную роль? Вы пришли сюда, чтобы обменять на какие-нибудь искусства культивации или секретные техники. Я не хочу портить вам праздник, но, учитывая, что вы только что вступили в секту, я полагаю, у вас есть только 100 очков заслуг, верно? 100 очков заслуг, возможно, позволят вам получить приличное искусство культивации из библиотеки внутренних томов, но здесь голос Фан Джуаня оборвался на этом, но было ясно, что он имел в виду. Спасибо за подсказку, старейшина Фан. Я пришел сюда на этот раз только для того, чтобы просмотреть каталог искусств культивации, чтобы знать, к скольким очкам заслуг мне нужно стремиться, ответил Хань Ли. Фан Джуань кивнул в ответ, а затем спросил: «Ясно. Могу я спросить, о каком искусстве культивации вы хотите узнать? До вступления в секту я уже слышал, что у нашего Дао Пылающего Дракона есть искусство культивации, которое может позволить культивировать законы времени. Сколько очков заслуг потребуется для этого искусства культивации?» — спросил Хань Ли. Фан Джуань, казалось, был весьма озадачен, услышав это, и спросил: «Вы имеете в виду писание бесформенной истинной оси? Что-то не так?» — спросил Хань Ли, подняв бровь. Вместо того, чтобы ответить на вопрос Хань Ли, Фан Джуань спросил: «Вы вообще изучали писание бесформенной истинной оси до этого? Боюсь, что нет». «Пожалуйста, просветите меня, старейшина Фан», — ответил Хань Ли. Из-за того, что искусство культивации связано с законами времени, оно считается одним из 3 лучших искусств культивации Дао Пылающего Дракона, но на самом деле никто в Дао Пылающего Дракона никогда не смог достичь законов времени с помощью этого искусства культивации. Почти все, кто решил изучать это искусство культивации, отказывались от него на первом уровне и переходили к другим искусствам культивации, объяснил Фан Джуань. Хань Ли кивнул в ответ, а затем небрежным тоном спросил: «Ясно. Могу я спросить, сколько очков заслуг требуется, чтобы обменять на писание бесформенной истинной оси? Вы все еще хотите обменять на это искусство культивации, хотя практический коэффициент успеха его культивации равен 0?» С озадаченным выражением лица спросил Фан Джуань. «Я давно жажду этого искусства культивации, поэтому не могу просто отказаться от него, не попробовав хотя бы раз. Если оно не сработает, я всегда могу перейти к чему-то другому», — с улыбкой ответил Хань Ли. Фан Джуань некоторое время молчал, а затем сказал: «В таком случае я не буду пытаться вас отговаривать. Писание бесформенной истинной оси разделено на 3 уровня, и старейшинам и ученикам разрешено обмениваться только на 1 уровень за раз. Первый уровень стоит всего 90 очков заслуг. Всего 90 очков заслуг?» Хань Ли был очень удивлен, услышав это, и не мог не перебить Фан Джуаня для подтверждения. Верно, первый уровень стоит всего 90 очков заслуг. Из-за особых обстоятельств, связанных с этим искусством культивации, оно, безусловно, является наименее популярным из 3 лучших искусств культивации секты, поэтому оно намного дешевле, чем 2 других, объяснил Фан Джуань. «А как насчет 2 других уровней?» — спросил Хань Ли. Второй уровень будет стоить 9000 очков заслуг, и он доступен только прямым ученикам и старейшинам внутренней секты. Что касается 3-го уровня, то он доступен только лордам Дао и заместителям лордов Дао, и он будет стоить 900 000 очков заслуг, ответил Фан Джуань. «Это чрезвычайно резкий скачок цены», — заметил Хань Ли. Причина, по которой первый уровень так легко доступен и так дешев, заключается в том, что секта надеется, что когда-нибудь один из учеников секты действительно сможет достичь законов времени с его помощью. Сказав это, как я уже упоминал, никому еще не удавалось преуспеть в этом начинании, поэтому со временем оно стало еще менее популярным, объяснил Фан Джуань. «Спасибо, что сообщили мне обо всем этом, старейшина Фан. Я все равно хотел бы обменять на первый уровень писания бесформенной истинной оси», — сказал Хань Ли. «Хорошо, если вы уже приняли решение, то, пожалуйста, подождите немного», —
Кивнув, ответил Фан Джуань, а затем повернулся и направился к металлическим решеткам позади себя.